Здравствуйте, мои дорогие друзья и гости канала, те, кто, быть может, совершенно случайно оказались на канале Таро Немо. Что важно знать, что нужно услышать? Полнолуние 1 февраля, время ясности. И 1 февраля, полнолуние, это не есть сама по себе какая-то дата очередная. Это входной билет в будущее, состояние между двух зазеркалий, зазеркалье прошлого и зазеркалье будущего. Мы можем испытывать в этот период некоторую невесомость. Это означает, что те процессы, которые были запущены ранее, возможно, для нас они пока оставались невидимыми, они продолжат развиваться. Но февраль будет знаменателен для каждого из нас тем, что мы должны с чем-то очень важным для себя, для каждого из нас определиться. Так что же на самом деле нужно знать, учесть, важно услышать? Февраль месяц и 1 число, как бы преддверие самого февраля и последующих событий. Очень важная дата, поскольку 1 февраля у нас с вами полнолуние. Полнолуние связано с мощной энергией закрытия гештальтов. Сам по себе день спокойной практики самонаблюдения, аналитики, того, что и уже пройдено, и важных выводов. Что важно знать? Будет важно учитывать внутреннее состояние комфорта и то вот место, как будто нам нужно прочувствовать, а возможно и состояние, когда нам попросту хорошо, где-то нам более мы чувствуем себя защищенными, или как наша душа к чему-то стремится. И основная цель – лучше понять свои истинные потребности и текущее состояние. Идем далее. 17 февраля у нас с вами новолуние. Это время мягкого старта на будущее, но ключевое событие – наведение порядка в нашей жизни, а также наведение порядка в собственных мыслях. Что важно знать? Ощущения, мои дорогие. Внутренняя тишина. Оставить обиды, успокоить, залечить прежние раны. Уже наступает тот период, когда мы уже осознаем без эмоций, что есть те в нашей жизни события, которые мы не можем вернуть или перевернуть, как ход истории. Что важно знать? Характеристика этого дня – оставить обиды, оставить прошлое, то, что мы не можем изменить. И очень примечательно, 17 февраля у нас новолуние, которое открывает коридор затмений, который будет длиться вплоть до 3 марта. Это своего рода состояние, которое умещается в одно слово – «хватит». Вот хватит тут, конечно, у каждого свое, но определенно нам что-то надоело. Это как хватит откладывать, хватит мучиться, хватит иллюзий. Коридор затмений ускоряет развязку, подсвечивая то, что уже есть сейчас и нужно исправить. Это то, что еле-еле держится или сохраняется нами просто по привычке, по какому-то шаблону. И что примечательно, далее следует у нас 28 февраля, удивительная дата, поскольку это парад планет, 6 крупных планет. Марс, Венера, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун. На самом деле происходит выравнивание планет. Как планеты выстраиваются в одну линию. Это время важных решений и точки нового отсчета. А я вас хочу пригласить на свой сайт. Перейдите, прочитайте, у меня есть подробные статьи «Коридор возможностей». Там я указала конкретные даты. Я надеюсь, кому-то эта информация будет полезна. Приглашаю сверить ваши планы с расписанием звезд. Буду вам искренне рада. И мы продолжим наш Таро-прогноз, Таро-расклад. Так что же нужно знать? Что нам подскажут карты? Я надеюсь, что наш расклад будет полезен, хоть он и общий. Мы рассмотрим в целом, каковы энергии, но для начала, конечно, мы узнаем сигнификацию. Все же этот расклад общий. И с кем готовы говорить сегодня карты? Какие внешние события будут оказывать влияние на того человека, кому будут раскрывать позицию февраля? И в дальнейшем, так что же вам нужно знать? Может быть, как настроиться на этот февраль месяц. И вот эта мощная перезагрузка. Я надеюсь, она для вас после расклада, ну, как бы даст возможность какую-то тайную сторону души. Или то, на что вы, может быть, прежде махнули рукой, для себя как заново обдумать. Итак, кто же вы? Ну вот,
начинается. Наш расклад, я должна сказать, ну, даже тут, в общем-то, и астрология астрологией, будем говорить так. Но каким-то образом непостижимы последние расклады. Кто смотрит постоянно, со мной согласятся. Ну, такие сложноватые, правда? Я и сама, когда делаю, думаю: "Да елки-палки, да что за ерунда такая какая-то? Ну, пусть бы что-то позитивное". Хотя я сама оптимист от начала до конца. И тем не менее, над разбитой чашкой не рыдают, а выбрасывают осколки и моют пол. Есть какое-то сожаление. Вот действительно есть какой-то гештальт, который нужно закрыть и сказать, может быть, махнуть рукой, а пошло бы оно все. Я не случайно сказала, что основное слово "хватит". Вот тут хватит сожалеть. Приходится делать вывод. Ну вот, знаете, вот в этих двух картах вот начало и завершение, будем говорить, и конец нашего расклада практически умещается. Правда, даже не знаю, карт Таро, вот так смотришь и думаешь: "Ну вот хорошо, а это что такое за конфигурация?" Правда? Вот с чего все начинается? И кто вы? Дорога к солнцу. У вас какая-то программа. Вот, наверное, для вас февраль месяц, кто остается смотреть это видео, для тех, кто прослушал вот именно ту часть, которую я видоизменила немножко, потому что смотреть на руки, на карты, ну, не очень интересно, да, и слушать сухую информацию. Так вот, тут есть то, что мы не можем сделать на автоматизме. На кону ваше будущее, на кону ваше солнце. Причем это билет в будущее с определенным более коротким визитом, или, ну, где-то дистанцией, да, назовем это так, 6-8 месяцев. Вот они будут для вас наиболее важны. И поэтому, может быть, в феврале нужно избавиться от каких-то сомнений, недоразумений или от того, что не может быть продолжено. Мелкая карта, заноза такая, которая вам мешает жить. Вы посмотрите, какое у вас будущее, мои дорогие. Конечно, карта мага может говорить о многих вопросах, тем более два старших аркана – Солнце и маг. Принцип мага хочется наполнить. Я хочу, я могу, у меня получится. Вот у вас, если только стоит захотеть и выбрать какую-то правильную конфигурацию. Мы не говорим, знаете, об амбициях самих по себе. Амбиции их надо, они тогда работают, когда мы, вот как этот маг, он великий практик. Вот амбиция, или скажите, это ваша цель. А вот те пути, когда вы будете подходить, да, как к осуществлению чего-либо, могут складываться по-разному. И пока мы до этого дотелепаем, дойдем, нам как будто придется корректировать наши планы. Вот маг, он по части коррекции планов великий, маг и волшебник, нечего добавить. Где-то карта говорит, может быть, вы уже, да, оказались, как, знаете, среди двух стихий. Или вот представьте себе, как вихрь, поток один, да. С одной стороны солнце, желание, вы светлый человек, желание ясности, где-то ваша жизненная активность, да. Тут по аркану солнца приток жизненных сил, а с другой стороны маг. Это что-то, то, что скрыто. Транслируется одно, а может быть другое. Может быть, и вы где-то оказались одновременно между вот этих двух вихрей и понимаете, с одной стороны мои желания, с другой стороны условности. Условности или люди, которые могут тоже думать о чем-то своем. У каждого свое солнце, каждый какие-то свои намерения и цели поставил. Но вот как-то вот это нужно соединить как точка соприкосновения, чтобы это для вас в конечном итоге выложилось в какой-то красивый узор. Вы сейчас более чем ресурсны, мои дорогие. Вы можете этого не видеть, потому что, а что ты тут увидишь? И ничего. Очень интересно, что именно, знаете, как пятерка чаш, есть такая колода Колет Барон Рид, колода добра. И Колет Барон Рид – это известный психолог, таролог с огромным стажем, у которой есть много колод. Так вот, пятерка чаш – выплакать горе. Или, знаете как, позволить эмоциям нахлынуть, потому что вот как действительно жизнь, как волна морская, мы не должны что-то в себе утрамбовывать. Вот, может быть, то, о чем вы думаете, или наоборот, я никому это не скажу, это никому не интересно. Да, это пусть никому не интересно, но это интересно вам. Позвольте себе минуту слабости, потому что как нахлынули эти эмоции, так и они и отступят.
У вас просто необходима какая-то внутренняя перезагрузка, потому что на кону ваша трансформация. Кто вы? Ну, все то, что я сказала. И вот смотрите, по этой карте, это пережито очень много. И тем не менее человек оптимист. Потому что, ну, вы умеете подниматься с колен. Вы умеете, может быть, из какого-то хаоса или тупика, или когда, ну, вообще ничего не складывается, тем не менее, как-то себя поднять, вот, да, с колен или из какого-то минусового положения, как минимум вывести в какое-то нейтральное число, чтобы потом продолжить путь дальше. Это раньше был вот этот сгусток боли. Сейчас это не болит. Всегда это карта будущего и выздоровления. И сердце уже не кровоточит, шрамы, да, шрамы остались, но заштопанные. Где-то вам даже, если довелось пройти очень сложный период жизни, то это тоже было не случайно. Мы своего рода иммунитет должны были какой-то выработать, потому что на последующие годы это будет для вас важно, но особенно важно месяцев 6-8 до конца 2026 года. Берите вот такую дистанцию. Вам, как ваша душа, будет подсказывать, куда вам не надо. А с кем, может быть, и тоже не надо, да? Дружбу водить и так тоже бывает. Кто вы? Что тут скажешь по шестерке пентаклей? Иногда мы называем эту карту как помощь высших сил. Вообще это карта финансового успеха, благополучия. Само по себе задача, как отстроить благополучие. Вот сделать этот переход, как будто из небытия, вернуться в реальность. Причем люди активные, да, вот кто вы. Вы активный человек. Это не тот, кто будет, ну, может быть, тяжело. Мы все сталкиваемся с сложностями. Но сегодня, видимо, карты готовы говорить с тем человеком, кто не совсем сидит, охает, ахает, а предпринимает что-то, который умеет принять вот эту реальность, пусть болезненную очень, но он ее принимает, он не сетует на жизнь. Ну, у каждого свои сложности, наши проблемы нам иной раз кажутся вообще патовыми, ужасными. И я где-то соглашусь, для очень многих из нас это время тяжелое время, ничего не скажу. Но тяжесть, она у каждого своя. Нам кажется, что ну уже просто хуже некуда. Мы просто не видим, что другим хуже намного еще, чем более, чем нам. Поэтому для вас, тем не менее, поскольку человек ресурсный, тот человек, который умеет самовосстанавливаться в первую очередь, вот об этом, да, нам говорят карты, который, может быть, даже умеет вот в этот просто опыт, в ситуацию переложить все то, что пережито, чтобы вот дать вот этим шрамам зарасти, чтобы они больше не мучили. И это дорога к благополучию, по сути дела, вы уже ее начали отстраивать. Но еще предстоит то, что должно быть как изящно завершено. Я в предыдущем под видео, как бы, да, я сказала, что это у нас 1 февраля полнолуние. И смело можно наш расклад, это не на один день, отнюдь нет. Это такая, знаете, как кармическая задача длиной во весь февраль. Это что нужно знать на весь февраль, что нужно, может быть, учитывать. И поэтому я так надеюсь, наше видео будет вам полезным, потому что какие-то еще детали нам предстоит как будто закрыть. И полнолуние, если мы говорим, но это все-таки первая точка отсчета, закрытие гештальтов, я сказала. Так вот, какие-то гештальты нам нужно закрывать прямо сейчас. Есть то, о чем не нужно вспоминать, потому что это останется в нашем сознании. Но жить в этих эмоциях уже пора выздоравливать как будто, да? Может быть, и не ждать того, кто не придет, не ждать, что «а вдруг мне вот что-то там, да, как на авось надеяться», тут точно нет. Великий практик, плюс тут уже какой-то грустный опыт есть, а далее идет более чем теплая материальная карта. Это в реальной жизни наше благополучие. Но, видимо, не очень мы так это пойдем ровно, да, или стройно, если мы будем то и дело оборачиваться назад. Вот сейчас наступает время, может быть, буквально с 1 февраля, быть самим собой честным. Время ясности. Давайте будем узнавать, что же будет с 1 февраля вокруг вас.
Что нужно знать? А я бы больше сказала, что нужно услышать. Именно важно услышать. Какая обстановка и к чему приготовиться будет вокруг вас, как будут развиваться события. Аркан императрица. И если мы говорили о благополучии, то это многократно увеличенное благополучие. Конечно, эта карта будет свидетельствовать о том, что вопросы дома, вопросы личной жизни. Но и финансы тут тоже не на последнем месте, потому что это как один из способов взаимодействия с миром и, самое главное, свободы. У кого-то напрямую вопрос решения финансов означает ваше будущее. Поэтому мне хочется сказать, внешние события заставят вас себя беречь. Быть с честным собой, откровенным, абсолютно точно. Потому что иначе мы рискуем попасть еще раз в эту тройку мечей, или замечтаться, или мы примем чью-то позицию, более главной посчитаем, чем нашу собственную. У вас на кону именно даже ваш статус. Конечно, я не исключаю, у кого-то совершенно скоро. Знаете, как, ну, может быть, после февраля, да, где-то такое может быть. Хотя я не исключаю в процессе февраля. Тут ведь мы все разные, разные знаки зодиака. Мы родились каждый день, да, какой-то свой, да еще и время. То есть множество факторов на каждого из нас влияют. Ну вот это благополучие, оно как должно быть в центре внимания. Не согласиться, не соскользнуть на какую-то тему, знаете, вот как всегда. Императрица в первую очередь, она призвана себя сохранять. Менять может быть, потому что для нее важны вопросы здоровья, вопросы внешнего вида, вопросы имиджа. Для кого-то из вас, мои дорогие девочки, это будет говорить о том, что есть какие-то задачи, ну, как ваши обязанности, может быть и так. Это по отношению, понятно, к самой себе. Для кого-то, кому соответствует по возрасту и желаниям, стать матерью, да. Может быть, вы ждете уже ребенка. А для тех, кто имеет деток, тут тоже мы должны заботиться о наших детях, потому что, ну, тут по-другому не получается. И даже если, может быть, ну, дети выросли, да, но есть внуки, пусть буквально не ваши дети. Забота, забота о себе и о том, что дорого. Ну и статус. Значит, это одновременно карта будет включать статус как общественный или по вашей карьере. Ну а для кого-то приготовьтесь, может быть, и некоторых людей давным-давно пора отпустить, чтобы позволить как ментальности, да, а мысли наши определяют наше будущее, позволить Вселенной, чтобы в вашей жизни произошло как какое-то знакомство, новые люди вошли в вашу жизнь, и этим самым тоже меняется конфигурация вашей жизни. То есть это вы, а мир вокруг вас и правильное взаимодействие с миром. У кого-то раскрытие талантов. Но вокруг вас удивительно. Я в своих раскладах часто говорю, что аркан Солнца– это выбор, и, кстати, звезда– выбор правильного направления. И если я сказала Солнце 6-8 месяцев, мои дорогие, звезда лет 10-20. То есть туда, за 40-й год. Это как по Плутону. Плутон Водолей до 43-го года. Здесь, наверное, встречаются и ваши желания в феврале, с вашими возможностями. Поэтому, если мы не можем чего-то осуществить прямо сейчас, это не говорит о том, что это невозможно. Поэтому выстраивайте правильно, как тезис-планы, для того, чтобы ваше желание осуществилось. Вам нужна какая-то определенная стратегия и тактика на более короткий период, на 6-8 месяцев. Более того, если мы проживем на автоматизме, то мы можем, точно рискуем что-то упустить. Для вас вот этот период до конца 2026 года будет означать какую-то более далекую дистанцию. Для кого-то из вас это может быть путешествовать или стать популярным, известным на весь мир. И всегда по аркану звезда, пространство, эфир, интернет тоже проходит. У кого-то смена статуса через смену вида деятельности, вида вашей занятости. Когда вы сейчас занимаетесь одним, а потом, возможно, вы сами откроете свои какие-то другие таланты, и это вам принесет и благополучие, и известность, и процветание, может быть, даже так. Так точно. Кто-то сумеет построить семью, но если мы спросили, посмотрите, может быть, и решить вопросы, связанные с семьей, давайте так в целом скажем. Потому что у кого-то
уже есть семья, да, а у кого-то, ну, сольный вариант. Поэтому быть счастливым, наверное, все 3 карты, посмотрите, как ложатся. Но мы же спросили, какова, вот что нужно знать, что важно услышать, что происходит вокруг вас. Так вот для вас здесь нет 3 карты подряд нам не говорят о том, что будет какое-то повторение или вам будет что-то препятствовать. Но учитывать внешние события, потому что это старший аркан, определенно стоит. С кем вы ведете диалоги? Кому вы доверяете? Кто в вашем ближайшем окружении, а также кто в более далеком окружении. Здесь нельзя что-то делать бездумно, потому что все должно сложиться как-то гармонично. Но если мы сами хотим этой гармонии, тогда мы более осмысленные, осознанные. То есть перед тем, как куда-то вот пойти, вступать, да, вот место, будем говорить, что такое осознанность? Обычно, обратите внимание, вы идете по улице, и большинство людей идут и смотрят в землю. Мы можем подумать, что они смотрят себе под ноги. Нет, способ под ноги смотреть, он другой. Как бы чуть-чуть вперед. А это именно в землю. Люди идут, уткнувшись взглядом буквально в землю. Вот вам, мои дорогие, категорически нельзя все время смотреть в землю. Надо останавливаться и какой-то давать себе передышку, подумать, чем-то более возвышенном. Потому что для кого-то из вас иногда это вдохновение само по себе. Вы творческая личность. Вам как будто предстоит раскрыть свои таланты. И пусть даже период где-то нам еще предстоит с вами в целом, вот так вот в мире, да, достаточно сложный пройти, но тем не менее, даже какие-то минусы для вас могут как прорыв означать. Поэтому приготовьтесь. Что бы ни было, хоть камни с неба, а для вас это все в плюс. Вам прямо по судьбе. Вот я не знаю, зачем я делаю наш расклад. В очередной раз спрашиваю. Посмотрите, как будто карты уже сказали. Карта Иерофант. Сама по себе судьба, карма. Но есть элемент, когда мы учимся. Я не исключаю, что для кого-то из вас напрямую, может быть, сейчас вы занимаетесь одним, а перейдете к преподавательской деятельности. Может быть, даже так. Для кого-то из вас ведь иерофант– это система иерархии. Приготовьте, что какие-то документы, скорее всего, вы можете в ближайшее время, может быть, в течение февраля прояснять, узнавать, обращаться в инстанции. И я могу сказать, что тут правда не будет каких-то помех. Да, нам придется учитывать знание закона. Может быть, для этого еще и обращаться, какие-то дополнительные консультации получать. И сделать это все надо как-то красиво по закону, потому что тогда и закон вас бережет. Здесь опять же нельзя что-то делать на автоматизме. Ведь иерофант– это где-то стабильность, это якорь и признание, да, что вот мы сами по себе говорим, власть, по-разному относимся, но тем не менее, власть– это система, организация, порядок. Поэтому, как и свою жизнь организовать, так и, видимо, вот в тех условиях, в которых мы находимся. Мы не идем против власти, мои дорогие. Для вас какие-то традиции, сохранение самих себя, особенно, мои дорогие девочки. Здесь будет это, знаете, как задача номер один. И я не исключаю, что, занимаясь кто-то из вас важными делами и вообще не думая ни о каких знакомствах, вы можете случайно как встретить свою вторую половинку. Может быть, это произойдет в феврале, но мне сложно с учетом старших арканов. Наш расклад особенный. Это не совсем на, хоть я и назвала 1 февраля, да какое ж тут 1 февраля? Тут целая стратегия до конца 2026 и буквально, как по Плутону в Водолее, еще на 20 лет почти. Поэтому сохраняйте себя. Будет какой-то сложный выбор, мои дорогие. Без этого вот вы не обойдетесь. Но вот это ваш выбор. Ну, значит, может быть, в середине где-то февраля вам придется окончательно как снять повязку с глаз, увидеть ту реальность, которая присутствует. Обстоятельства вас будут к этому подталкивать, поверьте. Что же еще важно знать? И есть явно взаимодействие, как минимум один человек будет очень важен в вашей жизни. Может быть, это и даже сотрудничество. Иногда по этим картам, кстати, по королю чаш, это у нас представители знака зодиака стихии воды, рыбы, рак, скорпион. Или люди, которые имеющие там асцендент, и такое тоже может быть.
Часто мы говорим, что это наши близкие, родные люди. Может быть, это я тоже допускаю, как друзья, которые вхожи в ваш дом, к примеру. Для вас будет, вот я уже говорила, важно душевное общение. Или люди, которым вы доверяете, как надежный друг, пусть это будет подруга, или тот человек, который, ну, просто даже если он не может чем-то помочь буквально, но он умеет выслушать. Он способен к состраданию, он способен к эмпатии. Может быть, вы и задумаетесь. Я допускаю, что все равно мы все разные. Может быть, уже такой человек присутствует, вот у кого-то может сложиться такая конфигурация, а надо это продолжать. Но, видимо, на ближайшее время есть и люди, которых мы не отменим. Они останутся в нашей жизни, но вот, наверное, выбор у вас будет состоять, как и между где-то тем, что вы хотите осуществить, и вашим ближайшим окружением. Может быть, даже этот выбор для кого-то из вас будет сделать очень сложно. Мы многих людей не можем отменить в нашей жизни, как бы мы к ним ни относились. Коллеги, соседи, родственники, правда? Любим мы, не любим мы, нравится, не нравится, но они будут присутствовать в нашей жизни. Это тоже требует какой-то правильной внутренней вашей политики в отношении вашего окружения. И того одновременно, в чем вы будете участвовать. Вот это важно учитывать, это важно услышать. Ладно, что лично для вас вам важно знать с 1 февраля? Ну и как минимум на февраль месяц, давайте так. Что важно знать? Нам снова говорят о победе. Какая-то победа у вас, решение того или иного вопроса определенно будет. Конечно, жезл– это дело работы, бизнес больше. Но видите, как победа идет. И одновременно 13-й старший аркан. Я надеюсь, все правильно понимают, это не про смерть. Более того, вот в этой колоде здесь даже изображение, да, как будто звезда. А вот вверху у вас звезда. Это как путь к своей мечте, к своим достижениям. Что-то вы сумеете осуществить буквально до конца 2026 года, начиная с февраля. Что-то у вас останется на более длительную дистанцию. Но это одновременно будет говорить о том, что мы должны что-то отпустить. Вот что-то не имеет значения, что-то в вашей жизни завершается, высвобождая у вас силу, энергию, может быть, и средства. Поэтому делить как будто надвое придется. Или некоторое общение, или ваше участие. Победа, возможно, нам карты говорят, вот что важно знать, что нужно услышать. Победа твоя. Она не сама по себе победа, да, которая вот как мы ладони поставили, нам звезд насыпали. Нет, так не бывает. А это всегда карта подразумевает вашу активность, вашу деятельность. Поэтому здесь не будет, знаете, как в никуда, как в пустоту, в вакуум. То, чем вы сейчас занимаетесь, это вам, может быть, принесет какие-то очень весомые плоды. Может быть, сейчас, как вот стабилизировать, вот-вот у вас получится какую-то сложную ситуацию в феврале, мои дорогие. Это точно победа какая-то будет. Но, говорит карта сразу, тебе придется это удерживать. Если ты расслабишься, все пойдет наперекосяк. Поэтому явно тут победу нужно удерживать, но одновременно есть то, что не имеет ни образов уже, ни смысла. Ну, может, образы и есть, но от этого никому не легче. Это именно нужно отпускать. Что важно услышать, что важно знать. Тройка жезлов– это карта будущего. Вот бойтесь, говорят, стоят не на месте, да? Но тем не менее будет в вашей жизни в течение февраля как минимум несколько дней, когда самому надо притормозить. И именно притормозить ненадолго, как будто остановиться на полдороги, для того, чтобы окончательно разобраться, что же я беру с собой из прошлого в будущее. И вот эти две карты, они как раз об этом нам и рассказали. Перезагрузка какая-то у вас в феврале будет. Ну а далее приготовьтесь, восьмерка жезлов. В некоторых колодах это как добрая трансформация. А я говорю, вот именно в этой колоде и тысячи дорог сойдутся в одной точке. А вообще это карта скорости. Поэтому будет тот такой, знаете, неписанный, незримый период, когда даже может быть много работы, много каких-то дел, но нельзя что-то не додумать. Знаете, нельзя какую-то еще ошибку повторить.
Не должно быть как прежде, потому что на кону ваше будущее. И может быть временная какая-то вот как остановка, да. Нам ведь девушка показана, она буквально на мгновение на какое-то замирает, ну, на минуты. Она обдумывает стоит. Она ждет волну, да, но и она одновременно она обдумывает, куда, как, каким образом, какие методы, как она поплывет, понимаете? Она что-то сугубо свое, как программу себе создает. Вот в эти считанные минуты. А потом не будет времени. Потому что потом события ускорятся. Вы можете в феврале получить какую-то новость, известие. Я, кстати, не исключаю, что кто-то из вас получит новость по тому делу, которое у вас не получилось осуществить. В феврале может напомнить человек, который вам доставил вот эту тройку мечей и неприятные эмоции. Может быть, вас будут к чему-то призывать. У кого-то даже может такая быть конфигурация, что, может быть, вы не сами, а вас как уволили с работы, там сокращение, предположим, или, ну, какие-то были перетурбации. И тут вам могут предложить обратно. Тут есть определенный, ну или каким-то другим образом, тут есть взаимосвязь именно с тем, что вы уже пережили. Я могу допустить, что у кого-то это будет связано с недвижимостью, с документами, потому что иерофант. У кого-то с той ситуацией, которую тоже она вам знакома. И вот здесь как будто что-то убыстряется и одновременно трансформируется. Что важно знать? Что-то будет трансформировано. Вот опять же, посмотрите, мои дорогие, насколько интересно и логично ложатся карты. Мы с вами сказали, победа есть, но есть и то, что не может быть продолжено. Может быть и в воспоминаниях, дорого, любиво, но не имеет смысла. Так оно уже не будет. Поэтому отпускай. Далее у нас идет перезагрузка своего рода, да? Или как между двух зазеркалей. Потом у нас снова равносильно где-то вот этой победе что-то обустраивается или быстрее начинает развиваться, или мы получаем предложение, сообщение, документы, какую-то возможность. Может быть, много возможностей в одной точке. Тут у нас 13-й аркан, а здесь 16-й. И этот аркан. Оба. Трансформация. И события, которые извне. Может быть, это те события, которые происходят не вами инициированно. Нет, но нам это приходится учитывать. Поэтому, как минимум, может быть, вот и так проходит, когда, знаете, когда вот есть такая шикарная поговорка, для меня уже поговорка, а вообще-то это Макс Фрай. Если увлеченно заниматься любимым делом, можно пропустить и апокалипсис. Железно работает, по себе знаю, парад планет. Причем мощных таких планет, где каждая влияет на нас. Поэтому тут действительно вот эта карта «Тысячи дорог сойдутся в одной точке» могут, как вот эти значения, проиграться. А я бы сказала, есть еще у нас одна дата, по нумерологии это очень важно, 26 февраля. Но я вот так вот немножко заостряю на даты этого месяца, но подробнее прочитайте у меня на сайте «Коридор возможностей». Так что же еще нужно знать? Вы знаете, ей-богу, наш расклад, он такой необычный вообще, и видео-то у нас необычное. Говорят, вот лучше враг хорошего, поэтому мы на этом остановимся. Последний ряд карт. Посмотрите, как выбыл. То есть я могу в целом сказать, ну, уже где-то и повторялось, что для вас приготовьтесь к тому, что в феврале будет перезагрузка по части отношений тоже. У кого-то и работы, самовыражение, творчество, у кого-то решение денежного вопроса. Тут что-то проясняется. Для кого-то из вас кардинально что-то по документам тут выяснится. Определенно, факт. Но и по окружению тут как будто тоже будет многое меняться. Есть то, что мы должны отпустить. То, что, может быть, мы и вспоминаем, но нас это просто мысленно тянет назад, лишая сил, лишая активности. Может быть, есть и те люди, которые очень важны в вашей жизни, а если мы кого-то словно все-таки отпускаем, да, или понимаем, что, ну, нет, вот, может быть, поблагодарить человека, спасибо, что ты был, и идти дальше, потому что есть и такой момент, тогда позволить как будто новым людям прийти в вашу жизнь. Но я тут могу сказать, что в течение февраля, мои дорогие, для тех, кто в сложных отношениях,
Здесь как будто вы будете более четко видеть, кто же идет рядом с вами, кому с вами по пути, кто вас, ну, будет вас как сопровождать, кто для вас настоящий друг. Вот этим завершается карта, да? Есть как минимум, опять же, один человек, который, ну, как минимум с ним будет продолжено общение и именно дружба. Карта также дает совет. Не надо много, может быть, друзей, но вот один, вот такой, который искренний, внимательный, настоящий, не наигранный, не тот, который пытается манипулировать. Вот как будто такая задача на февраль. По крайней мере, пошлите для тех, кто совсем в сольном варианте сейчас очень одиноко. Попросите пространства и всерьез об этом думайте. Мы притягиваем то, чего мы хотим. Для нас тогда судьба выстраивает, я говорил, это период судьбы и кармы, время ясности. Вот здесь шаг за шагом, значит, вы можете оказаться в том месте и в нужное время. Когда на смену вот каким-то разочарованием, да, или разрушением, может быть, придет новый человек, который станет для вас искренним другом, и вам будет именно по пути. Ведь есть же поговорка, когда если хочешь идти быстро, иди один, а если хочешь идти далеко, иди вместе. А вам идти далеко, потому что эти 6-8 месяцев для вас изменят вас самих, вашу жизнь, качество жизни и какую-то траекторию на далекое будущее. Удивительный расклад, и всем и каждому желаю, чтобы было больше добра, чтобы именно было больше ясности, душевного тепла, благополучия и любви. Оставайтесь со мной, мои дорогие. Благодарю за ваши добрые, волшебные комментарии. И я вас люблю, и вы. Будьте счастливы, будьте любимы всегда.